Слава Украине, привет всем от Полонского. Трамп пытается сломать нас, чтобы США могли владеть нами. Они хотят нашу землю, они хотят наши ресурсы, они хотят нашу воду, они хотят нашу страну. И мы все выступим против Дональда Трампа. Конец цитаты. Вы знаете, я сначала думал, что это про Украину, и что это слова Зеленского, но нет, ничего подобного. Это премьер-министр Канады Карни. И вы знаете, Трамп везде. Вот я говорю, вот если бы я сейчас сказал, что это не слова Карни, а, например, слова Зеленского, никто бы не удивился, потому что это точь-в-точь, что вот с этим своим дерьмовым этим договором хотят, хотел сказать, расисты. Видите, я уже говорю за Трампа, говорю расисты. Чуть не оговорился. Да, хотят трамписты отхапать в Украине. Тут то есть все абсолютно, друзья мои, очевидно. Они так действуют в Канаде, они так действуют у нас, они так, собственно говоря, будут действовать везде. И это, кстати, нам наука, как с ними вообще иметь дело, и можно ли с ними хоть какое-то дело иметь. Вот. Слава богу, что, знаете, в Канаде разобрались ху из ху. И вот то, что мне нравится, что Трамп получает оттуда такой ответ, которого он, собственно говоря, и заслуживает. И вот этого ответа он не получает пока, к сожалению, из самих Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что большего вреда, чем он наносит сейчас США, ну и богу, он никому не наносит, они для нас далеко. С того момента, когда они прекратили нам помощь, ну сейчас что-то там, вы знаете прекрасно, да, что-то там, то, что Байден когда-то закупил, что-то она где-то там доезжает, но это все. Поэтому фактически мы говорим о том, что они самовыпилились, и чихать нам на них, да, вот так по большому счету. Ну что нам, ну пускай живут там далеко, где, как сказал Трамп, за великим прекрасным океаном, ну и булькай там за великим прекрасным океаном. Что ты своим пятаком к нам суешься? Ну вот самое простое, да, если ты нам никто, ничто, зовут тебя никак, у нас с тобой нет никаких отношений, ну серьезных, больших, в плане государства, нафиг ты нужен. Вот. В Канаде то же самое. Да, так вот, вы же слышали, что товарищ Рубио заявил сегодня, да, что если в течение нескольких дней не будет внятного ответа от России, ну, я так понял, от России, да, о том, что они хотят перемирия, то, значит, они сливаются вообще, и вообще прекращают свое участие в чем-либо, у них есть другие задачи, которыми они могут заняться. То есть, вот эти все разговоры, вот эта вся болтовня пустопорожняя Трампа о том, что он там закончит войну, бла-бла-бла, ко-ко-ко, вот это все оказалось просто обычным трепом. Ну, как у него, собственно говоря, всегда всем и оказывается. Так вот, я же говорил, что большего ущерба Соединенным Штатам Америки, чем Трамп, никто не мог нанести. Потому что вот после этих всех моментов так смотрят на США и говорят, боже мой, боже, а с кем мы имеем дело? Это ж болтуны, это с ними невозможно иметь дело, с ними невозможно иметь долгосрочные отношения, с ними невозможно иметь бизнес. Они сегодня вводят тарифы, завтра вводят. Они напали, в экономическом плане, конечно, они напали на всех своих союзников, они поощряют Москву на продолжение убийств в Украине. Заметьте, Рубио не сказал, мы наложим санкции на Россию, такие, что они аж запищат, мы их там на ноль помножим, да мы им то, да мы им это. Что он сказал? Мы сольемся в унитаз. Говорит, мы сольемся в Путин, ну, фактически. Он такого не сказал, но подразумевается же, да? Мы что? Мы заткнемся. Путин дернет за цепочку, и мы с дерьмом вместе улетим Путину в чемоданчик. Вот как сказал Рубио, фактически. Фактически он сказал именно это. На них же смотрят со стороны и говорят, о нет, с такими иметь дело, извините, до свидания, будьте здоровы, до свидания. Вы в неадеквате. В полном неадеквате. И плюс это начинают уже чувствовать американские реднеки. Вот есть очень интересный такой момент, и о нем хотел рассказать. Смотрите, вот Трамп сейчас выпрыгивает из штанов по поводу того, что он хочет там редкоземельные металлы добывать в Украине. А вы знаете объем торговли редкоземельными металлами во всем мире в год? Это аж 14 миллиардов долларов. Это вообще ничего. Это ни о чем. Да, они очень нужны, они очень востребованы, но в очень узких отраслях, авиастроения, например,
и в очень незначительных количествах. Да, без них невозможно, это правда. Но их много не надо, это небольшой бизнес. Это средний бизнес или мелкий бизнес, ну, в мировых масштабах, правильно? Это ничего. А знаете, так, чтобы вы просто понимали на секундочку, в какую сумму оценивается, например, импорт Соединенными Штатами Америки женских прокладок, женских заколок для волос, там, лифчиков, вьетнамок, я не знаю, рыболовных крючков, удочек и прочие лабуды, фурнитуры для мебели из Китая в США. Сотни миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов. То есть литий и вот все, о чем мы говорим рядом с ним, это ничего, это пшик. А вот вьетнамки и прокладки, это сотни, ну я утрирую, да, вы меня поняли, что я имел в виду. Это сотни миллиардов долларов. Это большой, это очень большой бизнес. Вот. И вот тут, когда этого всего американцы лишаются, вот я сейчас возвращаюсь к вреду, которому он наносит, да, это же все как-то... Ведь американцы потребляют это в гигантских количествах. Как и у нас. Все бегут в Аврору за всякой мелочью, да, или там в Копеечку, или еще куда-нибудь. Вот эти системы этих магазинов, все по 10 и так далее. Люди туда массово бегут и все покупают. Угу. А представьте себе, что это все исчезло. И то же самое ты можешь купить, но уже в эпицентре. Вы скажете, ну тогда я ж пойду и куплю в эпицентре. Да, вы пойдете и купите это в эпицентре. А цена какой будет? Это то, что сейчас происходит в США. Представьте себе, что Трамп одним махом убил все сети типа Аврора, вот у нас, как у нас, да? Вот чтобы было понятно. Бах и убил, потому что они все работали на дешевом китайском там товаре, не знаю, пакистанском, еще каком-то, ну вот это вот, там где дешевый труд, вьетнамском и прочее. А сейчас же туда введены там пошлины, там еще что-то, и оно все исчезло. И сейчас ты пойдешь, и то там заколку для волос несчастную, которая стоила 50 центов, ты купишь, конечно же купишь, за 10 баксов. Вот. И вот сейчас до американцев начинает доходить. Ну, у кого мозги есть, там же не у всех, вы поймите, там с образованием очень большие проблемы. Очень большие. И они всегда были. Там есть элитное образование, это за большие деньги, и никакое для всех остальных. Хотя Трамп получил элитное, оно тоже оказалось никаким, да? Вот вы сейчас скажете, так там вообще нет образования. Ну, по сравнению с нами, действительно, там образование. Ну да, нет. Школьного особенно, да? Невозможно сравнивать нашу школу и их школу. Наша просто на 2 головы выше. Хотя они нам рассказывают сказки о том, как у нас все плохо, да. Но, ребята, это очевидная вещь. Причем это проверено на опыте, да. Не суть. Да. Так вот, к чему я говорю. Американцы, до них все доходит через ценник в магазине. Большинство из них в силу скудности образования местного, американского, они способны понять, что происходит, только увидев ценник. Все, никак не по-другому. Сейчас ценники, они начинают лицезреть, им становится плохо. Вот. Это один калинкор. Другие, вот те же редники, которые голосовали за Трампа в массой своей, задавили центральные штаты, они сейчас получают звездюлей, я же говорю, я опять-таки возвращаясь к теме вреда, они сейчас получают звездюлей от Трампа за то, что они проголосовали за него. Он их сейчас отблагодарил массовым банкротством. Почему? Потому что очень большая часть из них, это же сельхозпроизводство, они были зациклены на торговле с США. То есть они продавали, очень большая часть из них продавала свою сою, например, да, говядину и так далее, продукцию сельского хозяйства, куда? В Китай. Кстати, я долго смеялся, китайский рынок отвалился, забыл фамилию этого конгрессмена, там один конгрессмен написал очень интересный пост в Твиттере, я прочитал, забыл фамилию, а рыться не хочу сейчас, но не суть. Я думаю, там много таких конгрессменов умных. Он написал следующую вещь в Твиттере, что, ну да, Китай отвалился от нас, мы не можем туда больше экспортировать нашу говядину, но это не страшно, поскольку Китай не является единственным большим потребителем в мире. Мы будем экспортировать нашу говядину в Индию. Да?
Ну, я же тоже за это, да. Ну, тяжело быть идиотом. Это еще, и опять-таки, это к слову о образовании в Соединенных Штатах Америки, да, вот, ну, кем надо быть, каким надо быть умным, чтобы предложить говядину экспортировать в Индию, да, и при этом остаться живым еще, тоже неплохо бы, да, вот. Но с таким же успехом он мог предложить, например, экспортировать свинину в Саудовскую Аравию или в Израиль. Абсолютно с тем же успехом, да, все поняли. Угу. Вот и я же за это, да. Вот, то есть это опять-таки о качестве образования. Это конгрессмен, это не говорит какое-то там быдло с улицы, которое там косомордая, да, никогда в жизни в школе не училась. И это конгрессмен, это элита, это элитная, это Гарвард, yes. Гарвард они закончили, да, у них дипломы, они все знают, ну вот элементарные вещи, они неведомы, да, судя по всему. Или плохо учился, где-то там курил в коридоре вместо того, что... А как он тогда экзамены сдавал? Хороший вопрос, да. Вот. А еще один интересный момент. Значит, сегодня с утра читаю высказывание одного из реднеков, таких заскорузлых. Это, ну, должность можно его оценить как приблизительно председатель, я перевожу недословно, председатель организации производителей сои США. Ну, может, не всей Америки, но определенного количества этих соевых хозяйств, которые производят огромное количество сои. И он плачет прямо по телевизору, плачет, говорит: елы-палы, Трамп, отменяй эти самые, отменяй санкции в отношении Китая, потому что нам хана, мы все продаем на Китай. А Китай что? А Китай сейчас под санкциями, все, Китай больше ничего не покупает у нас. Нам хана. Ну или тогда выкупи у нас всю эту сою, которая нафиг никому не нужна. Как и выкупи у тех же товарищей из Оклахомы и из Канзаса зерно, которое раньше выкупал USAID и пересылал там в Сомали, там в другие там места и так далее, и так далее. А эти люди, они же каждый год садили новую пшеницу, и они выращивали новые зерна, да. Сейчас вот они вырастили урожай, а его государство отказалось покупать. Потому что говорят: ну не нужно больше, все, USAID сократили, все, нету. В Сомали мы ничего не пошлем. Нет, это, конечно, замечательно, вы сэкономили бабки. Вы в Сомали ничего не послали, вы не потратили деньги на зерно. Одно только небольшое но. Получилось так, что при этом вы разорили как американских производителей сои, так и американских производителей зерна. Вот, а все остальное, в общем-то, зашибись. И вот смотрим на это все, это, конечно, жутковато выглядит для обычных американцев. Хотя, знаете, для богатых тоже. Ну, богатые, они плачут, но немножко не так, да. Модный дом Гермес заявил, что, естественно, пошлины за сумки, а знаю, там сумки Гермес, по-моему, они по $20 тысяч идут, да, стоят. Пошлины положит на богатых покупателей из Соединенных Штатов Америки. Ну, стоила ему там сумка $20 тысяч, теперь будет стоить 40 или 50 тысяч долларов. Ну, подумаешь. Богатые тоже платят иногда, да, за что-то такое. Ну, вот, когда ты избираешь президентом человека, который имеет 40 пятниц на неделю, и который не в состоянии вести понятную политику, то тебе становится грустно. И еще один, ребятки, момент. Это для тех, кто понимает немножко в компьютерах, в интернете и так далее. Но это на самом деле, наверное, пожалуй, самый важный момент. Я тут высмотрел, американцы пишут с ужасом о утечке информации, причем огромной утечке информации из одного из американских правительственных офисов. Туда пришли хунвейбины Илона Маска. Вот эти вот, помните, я говорил, вот эти пацанчики. В результате он им, кстати, жизнь поломает, они все сядут в тюрьму, увидите. Со временем их всех посадят в тюрьму, вот этих, которые громили офисы американских госучреждений. В американскую тюрьму, а в какую же еще? Не в Сальвадор, не. Вот, он им поломал жизнь. Но что произошло? Туда зашли эти хунвейбины, в этот офис, получили права доступа ко всем компьютерам, к сетям. Причем не права, если кто разбирается, не права юзера обычного, что там имеешь право что-то там посмотреть данные и так далее, и так далее. Нет. Они получили права админа, то есть полного управления к этим сетям. Ну и потом, воспользовавшись вот этим, да, они пароли себе получили, соответственно, новые права доступа. А потом они замечают следующую вещь, что из России начали, пользуясь вот этими вот правами доступа,
админовскими, начали выкачивать гигабайты информации оттуда. Угу, вот и я об этом. Это американское, по американским законам это преступление, ну, на уровне с убийством, там, изнасилованием и так далее. Это жуткое преступление. Это взлом базы данных правительственных учреждений, который произошел по вине вот этих вот товарищей, по всей видимости. Сейчас с этим разбираются, там, но пока там у власти трамписты, вы же прекрасно понимаете, никто ни с чем разбираться не будет, но рано или поздно эта ситуация может измениться. Вот, и тогда вот, ко всем, кто передавал вот эти пароли, или кто способствовал передаче, или кто по своему басолабству или там недотепству каким-то образом передал волей или неволей эти данные на Россию, после чего Россия ломилась с этими паролями в американские госучреждения, это же вся публика сядет в тюрьму. А учитывая, что он там набрал вот этих хунвейбин, ему там по 16, по 20, по 22 года, то он им просто поломал жизнь. Они будут сидеть в тюрьме. Я знаю, вот американская Фемида в таких случаях, она очень и очень жестко поступает. Вот. Но и еще один интересный такой последний момент. Посмотрел опрос, и там порядка 80% американцев находятся в полном недоумении от позиции демократов на сегодняшний день. Они не видят в них никакого лидерства. У них нет лидера. У них есть размазня. Вот. У них нет понятия общего, что делать и как противостоять Трампу. То есть тот в лес, тот под дрова, тот еще куда-то. Вот. И они представляют собой растерянную кучу людей, которые не знают, что им делать. Демократы на сегодняшний день. Ну, вот так вот видят это все американские избиратели. Что и помогает Трампу, собственно говоря, творить те безобразия, которые он на сегодняшний день творит. Поскольку внутренней оппозиции фактически нет, вы сами видите, когда вы на президентских выборах не нашли никого лучше, чем 81-летнего дедушку, который не может найти выход со сцены. Вот. Ну, что дальше говорить, ребята? Что дальше говорить? И сейчас они не в состоянии никого найти, который бы четко и понятно сказал, это так, это так, это так, это так. Вот. То есть, нет политиков, знаете, с харизмой, такого, чтобы подошли и сказали, вот так будет, я сказал. Нет, такого нету. Что-то они там подскуливают из-под лавки. А вот, знаете, чем больше будете из-под лавки бессильно скулить, тем быстрее к вам придет диктатура. Вот если кто не верит, вы спросите, мы это пережили в 30-е годы прошлого века. Германия, кстати, в это же время пережила, так что будьте осторожны.